Выделяющийся из толпы дизайн, сбалансированное звучание, как всегда у Саботов, шумоподавление для микрофонов CVC последней версии и игровой режим, защита от влаги и брызг на борту. Поставляются наушники с амбушюрами 7 разных размеров, притом есть как силиконовые, так и пенные, что встретишь только в топах. Оснащены они самым передовым чипсетом, быстрое сопряжение со смартфоном на борту, через тапы доступна регулировка громкости, притом кнопки здесь механические, к чему я безумно рад. Беспроводная зарядка также на борту у бокса. Низкая задержка, сейчас все расскажу. Tube 929, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, канал без матов, розыгрыши море, читаем в описании, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Уже несколько лет. Ну, единственное, Mi Band меняются. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам о новинке беспроводных наушников Sabot E16. Полетели. Коробка пришла без повреждений, для наушников совсем она не маленькая. По оформлению, с одной стороны, ничего особенного, черный матовый картон, на котором есть изображение наушников и спеки на китайском и английском языках. С другой стороны, все прям добротно. Открывается все легко и внутри презентабельный внешний вид упаковки. В комплект входят наушники, зарядный кейс, кабель USB Type-C для зарядки, 3 пары запасных пенных амбушюр и 3 пары силиконовых, притом они не чисто силиконовые, а сборные, которые по качеству сами по себе можно, наверное, продавать по $20 отдельно. Дальше идет чехол-мешочек из эко-кожи для транспортировки кейса, приятный, тактильный, неплохого качества. После этого краткое руководство по использованию. Сильного отталкивающего запаха нет, но ароматы присутствуют. Комплектация полная и хорошая. Летим дальше. Продавец представляет нам на выбор 4 цвета: красный, синий, зеленый и черный. Любой цвет блестящий, к сожалению, и на солнце переливается только так. Бокс полностью изготовлен из глянцевого полупрозрачного пластика. Мне он не особо нравится, но сам по себе пластик хороший. Форма у него стандартная, закругленного в углах прямоугольника. Габариты небольшие, 71 мм на 46 на 30 мм. Вес без наушников 48 граммов. В кармане не потеряется, если ваш карман, конечно, не размером с дорожную сумку. Материал, из которого изготовлен кейс, очень приятный, сборка хорошая, и чем-то по ощущениям он напоминает старые хорошие шкатулки, покрытые лаком или футляры для очков. Хотя не всем это дело понравится. С другой стороны, мода цикличная, сейчас все модно из 80-х, вот вам, пожалуйста, и кейс. Глянец отпечатки пальцев на ура собирает, но за счет цвета это не особо видно. Из рук не выскальзывает, царапинки собираются медленно, но уверенно. На корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C, на дне обозначено место для соприкосновения с беспроводной зарядкой. Вдруг вы перепутаете дно. Люфт у крышки отсутствует в любом положении, и это радует. Одной рукой открывать можно, но ловкость рук присутствовать обязана, или опыт. Внутри располагаются 2 места под наушники горизонтального расположения, в каждом из которых по 2 контакта для зарядки. Между этими местами находится светодиодный индикатор заряда, на крышке немного спеков бокса на английском языке. Все как у всех. Внутри все выполнено из матового пластика, магниты хорошие, наушники практически не гуляют в кейсе, что радует. При тряске, только если прилагать для этого очень много сил, тогда можно их выкинуть тряской. Хлопок при закрытии незначительный есть. Емкость аккумулятора кейса 400 мАч, полный цикл зарядки 1 час. Быстрая зарядка есть, за 10 минут они нагоняют 20% заряда. Беспроводная зарядка тоже на борту. Перезарядить наушники от кейса можно 3 полных раза. Саморазряд есть, но незначительный, его даже замерять нет смысла. Переходим к наушникам. Изготовлены затычки из аналогичного кейсу глянцевого прозрачного пластика, имеют эргономичную форму. Дизайн незамысловатый, простой, из фишек помимо цвета только вставка логотипа на кнопке управления тапами, и все. Габариты не сказал бы, что маленькие у этих наушников, а именно большие, 28 на 23 на 22 мм. Вес одного наушника с амбушюрой 5,7 граммов. Сидят в ухе в целом комфортно, если правильно подобрать амбушюры, но выпирают ужасно. Сами по себе скользкие из-за формы, с боксом такой проблемы у меня не наблюдалось. В ухе лично у меня сели плотно, и при занятиях спортом они не выпадут. Звуковод приемлемых размеров, на корпусе расположены по 2 контакта для зарядки, они углублены и быстро будут засоряться. Микрофоны с функцией шумоподавления CVC 8.1, физическая кнопка управления тапами, на звуководе есть выступ для хорошей фиксации амбушюр. И это правильно, редко встретишь, правда, чтобы его не было, но бывает. Из тапов нам завезли включить-выключить, воспроизведение паузы, управление вызовами, вызов голосового помощника, переключение треков и изменение громкости, плюс активация игрового режима. Оснащены наушники чипсетом Qualcomm 3040 и 10-мм подвижной катушкой динамика. Кстати, 3040 и не последний Qualcomm-овский чип, но один из последних. Шумоподавление помимо CVC только физическое, то есть пассивное. Амбушюр в комплекте более чем достаточно, чтобы подобрать подходящее. Напоминаю, ANC, то есть активного шумоподавления, здесь нет. Режим прозрачности не положили, так же как и ANC. Заряд наушников в шторке виден, в принципе, как у всех, практически всех. Сенсоров приближения нет, как и анимации, это фейл. По одному наушники работают, переподключаются с небольшой задержкой, то есть бесшовным переподключение не назвать. Автоматически после извлечения из бокса к смартфону
они подключаются, причем очень шустро. Мультипоинта тоже нет. Емкость аккумулятора одного наушника 50 мАч, полный цикл зарядки 55 минут. Отыграли они у меня 6 часов 10 минут на 50% громкости, на сотке 3 часа 20 минут. Вместе с боксом проживут 24 часа по заявлениям производителя. Защита от влаги IPX5. После тестов водой с ними в принципе все хорошо, но так делать не надо. В шторм не попали и остались в полностью рабочем состоянии. Далее. Приложение, к сожалению, не завезли, но если сильно чешутся руки поиграться с эквалайзером, существует просто туча сторонних плееров, в которых есть и наушники на это дело отлично реагируют. Bluetooth последней версии 5.2. Чтобы подключить к смартфону, их достаточно просто достать из кейса и найти в настройках Bluetooth на устройстве. Из кодеков имеется AAC, SBC и aptX, наш родненький старенький. Через две стены не отваливаются и фризов нет от слова совсем. Задержки на YouTube минимальны, в играх более приметны, но не критично, мне играть нормально. Тесты проводились с включенным игровым режимом, примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны в помещении работают отлично, окружающие шумы полностью не глушат, мимо проезжающие машины, как вы заметите, слышно. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов великих и ужасных Sabot E12. Просто бешеное количество людей ждало, когда они все-таки смогут продлить свою линейку куда-то или как-то, и они смогли. Беспроводная зарядка бокса на борту. Помимо этого всего, уши, в принципе, довольно комфортные. Странно очень, что они довольно габаритные вместе с тем. Не особо приятная у них кнопка физическая, потому что, допустим, у меня в правом наушнике она получается более нежная, чем в левом. Не знаю, как вам объяснить. Ввиду того, что наушники, в принципе, не дешевые, очень странно такие физические косяки. Бокс собран великолепно, об этом в ролике вы услышали, уже услышали, что и сами наушники собраны суперски. Разумеется, есть какая-то отсылка к потусторонним мирам, учитывая, какой здесь лейбл. И что я могу сказать? Этот Sabot даже в микрофонах по мне работает неплохо. В помещении работает отлично, на улице вы сами прекрасно слышите, как много машин. Я стою прямо с дорогой, рядом кто-то бибикает, кто-то едет громко, кто-то едет тише. Ветер не сильный. В принципе, меня микрофоны устраивают. Но напоминаю, что микрофонов даже в наушниках где-то за $20, к сожалению, бывают лучше. Но не всегда. Помним, что такой форм-фактор, к сожалению, не предполагает топовые микрофоны, которые у вас будут на улице работать волшебно. Сэляви. Звучание данных наушников мне очень нравится. Басы умеренные, не просачиваются в средние частоты, притом их достаточно, они многослойные, с суббасом и вообще ощущение, как будто это почти провода. Обширный инструментал, средние высокие частоты и вокал четкие. Каши из частот нет даже на максималке. Громкости хватает с головой. Чтобы слушать на 100% громкости данные наушники, нужно, наверное, быть наполовину глухим. То есть реально иметь проблемы со слухом, потому что на сотке невозможно их слушать. Тембрального окраса я не услышал. В целом звучание очень сбалансированное, и они все-таки очень приятные для прослушивания. В принципе, все, что у меня было из Sabot'ов, всегда ощущение от звука вау. У них всегда собственный окрас, у них есть характер. То есть характер звучания любых наушников от Sabot'а всегда слышен. Вы, мне кажется, не найдете ни одного, кто бы пользовался Sabot'ами, если у него нет брака, и кто бы говорил, что звучат они плохо. Да, у них есть проблемы с
недостатком функционала, допустим, отсутствием программы, габаритов, но это я ушел далеко. В целом звук топ за свои деньги. Многие в отзывах сравнивали их с наушниками Sabot E12 Ultra, которые у меня, кстати, тоже были давным-давно на обзоре. И звук по мне лично в E16 лучше. Во всяком случае, он натуральнее. Из минусов: нет активного шумоподавления и режима прозрачности, очень габаритные, поэтому торчат из ушей, не полный набор кодеков, нет приложения, одна кнопка не так плавно работает, как вторая, это косяк сборки конкретно моей пары, звук просачивается и окружающим слышно все, что и вам. Хотя, еще раз, кстати, по поводу кнопки, механика — это топ. Сенсоры приближения производитель тоже забыл сюда поставить, может быть, оно и к лучшему. Стоят они в районе $69 с бесплатной доставкой по ссылке в описании к видео, иногда дороже, иногда дешевле, все зависит от распродажи. Есть ли промокоды на данный момент, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Там и выгодные предложения, и рабочие промокоды для Алишки. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, либо начнется распродажа. Резюмирую, звучание у этих наушников просто топовое за свою стоимость. Хотя дизайн, конечно, на любителя. Слишком уж сильно все переливается на солнце, даже не каждая девушка захочет ходить в таких. И о наушниках в черном цвете про брутальность также не скажешь. Ох уж эти блестючки. В целом, качество у кейса, что у наушников, супер. Есть небольшие минусы, но это все настолько незначительно лично для меня, что я даже как-то это поначалу не заметил. Это вот въедливый обзор, как всегда. Поэтому девайсу однозначное да. Не забываем подписываться с колоколом, писать в комментариях, что вы еще хотите на обзор. Завтра будет топовое сравнение двух стабилизаторов, притом вы его, поверьте мне, ждете, даже если вы ими не пользуетесь. На лайв-канале сегодня выгрузка топ-100 наушников с примерами работы микрофонов на 2 часа. Поэтому переходим по ссылке в правом верхнем углу и смотрим. Девайсу да еще раз. Добра и удачи вам, дорогие друзья.